7 долгих лет ожидания, завершение обязательной службы в армии, миллионы надежд по всему миру, и вот оно, историческое воссоединение полного состава группы на одном из самых больших стадионов Соединенных Штатов. 1 и 2 августа стадион MetLife в Нью-Джерси превратился в кипящий, живой фиолетовый океан. Мировой тур под названием «Ари-Ран» официально добрался до Северной Америки, и то, что произошло за эти 2 дня, уже золотыми буквами вписано в историю кей-поп-культуры. Сегодня мы детально разберем каждый момент этих 2 безумных дней. Мы поговорим о сумасшедшем саундчеке, редких песнях из дискографии, которые фанаты умоляли исполнить годами, о совершенно новой концепции сцены и, конечно, о тех забавных фейлах участников, которые мгновенно заполонили тренды социальных сетей. Устраивайтесь поудобнее, ведь впереди у нас полное погружение в атмосферу главного музыкального события этого лета. Чтобы понять масштаб происходящего, нужно отмотать время немного назад, к моменту, когда Нью-Йорк и Нью-Джерси только начали принимать первых фанатов. В рамках масштабного проекта BTS The City весь мегаполис буквально окрасился в фиолетовый цвет. Огромные рекламные щиты на Таймс-сквер транслировали тизеры шоу, а в официальные магазины с мерчем очереди выстраивались с 5 часов утра. Люди съехались со всех уголков планеты – из Азии, Европы, Латинской Америки. Добраться до самого стадиона MetLife в эти дни было тем еще квестом. Автобусы-шаттлы стояли в многокилометровых пробках, но всеобщее предвкушение праздника сглаживало любые транспортные неудобства. Люди знакомились прямо в очередях, обменивались самодельными карточками и пели любимые песни. А для тех счастливчиков, которые успели урвать билеты на VIP-места, настоящее шоу началось задолго до официального старта. Уже в 5 часов вечера парни вышли на саундчек. Они появились на сцене в максимально расслабленных аутфитах, без сложного грима и причесок. Парни много шутили, проверяли звук, подходили вплотную к первым рядам и принимали подарки от фанатов. Уже тогда на репетиции стало ясно, энергия этой встречи будет зашкаливать. И вот на часах ровно 8 вечера. Солнце медленно опускается за горизонт, и стадион MetLife погружается во тьму, которую мгновенно разрезают миллионы огней армии бомбочек. Шоу этого тура уникально своей технической концепцией. На этот раз организаторы отказались от массивных, громоздких декораций прошлых лет, которые обычно закрывали половину обзора. Вместо этого в центре стадиона была установлена гигантская вращающаяся платформа. Это технологическое решение полностью стерло границы между артистами и залом. Парни непрерывно перемещались по всему периметру конструкции, поднимались на специальных лифтах и спускались к боковым дорожкам, давая возможность зрителям абсолютно с любого сектора рассмотреть их во всех деталях. Первые аккорды, и стадион буквально содрогается от рева 80 тысяч голосов. Группа открывает концерт бронебойными агрессивными хитами Run BTS и Mic Drop. Сложная хореография, идеальная синхронность, несмотря на огромную сцену и невероятная мощь живого звука. Живой вокал Чонгука, который звучит даже чище и мощнее, чем на студийной записи, и сокрушительная рэп-линия в лице Намджуна, Шуги и Джей Хоупа сразу дали понять, перерыв на службу никак не повлиял на их форму. Они вернулись еще более зрелыми, сильными и уверенными в себе артистами. Сет-лист тура «Ари-Ран» стал настоящим подарком для старожилов фандома и одновременно идеальным экскурсом для новых слушателей. Но главным, абсолютно шокирующим сюрпризом первого дня, 1 августа, стал трек, который армии мечтали услышать вживую на протяжении нескольких лет. Группа впервые в рамках этого тура официально исполнила песню «This Is». Когда зазвучали первые ноты этого фанкового, качающего ритма, стадион на секунду замер, а затем взорвался с новой силой. Фанаты знали правила игры наизусть. Коллективные фанчанты были настолько громкими, что временами перекрикивали стадионные колонки. Парни сами кайфовали от этой песни, двигались в такт, улыбались и переглядывались, видя такую бурную реакцию. Следом за ней по-новому зазвучала легендарная «Fire». Ее аранжировку для этого тура заметно переработали. Вместо привычного тяжелого группового танца упор сделали на масштабный перформанс. На сцену вышли десятки танцоров со световыми флагами, вокруг стадиона взлетали огромные столбы пламени, а сами мемберы рассредоточились по краям сцены, заводя толпу. Это было чистое, концентрированное безумие, которое плавно перетекло в блок сольных выступлений, где каждый участник смог показать свою индивидуальную эстетику и новые грани таланта. Но концерты этой группы любят не только за идеальную режиссуру, дорогие спецэффекты и отточенные движения. Главная магия кроется в живых, искренних человеческих эмоциях
и взаимодействии парней друг с другом. Второй день, 2 августа, подарил фанатам огромное количество милых и забавных моментов, которые мгновенно разлетелись на мемы. Тэхён и Джин устроили настоящий шуточный баттл во время исполнения динамичных треков, корча рожицы в камеру крупного плана. Джей Хоуп, как всегда, выступал в роли главного генератора позитивной энергии, подпрыгивая выше всех и посылая воздушные поцелуи каждому сектору стадиона. Юнги, который обычно держится более сдержанно, в этот раз не скрывал своей теплой, немного смущенной улыбки, глядя на море светящихся огней. Однако главным трендом социальных сетей после второго концерта стал Пак Чимин. Во время исполнения одной из самых старых, глубоких и любимых фанатами баллад под названием «Опавшие листья» произошел забавный конфуз. Чимин, засмотревшись на флешмоб фанатов в верхних секторах, просто пропустил свой шаг в хореографии и вовремя не вступил со своей вокальной партией. Его растерянное лицо, широкая виноватая улыбка и то, как Чонгук тут же начал по-доброму подтрунивать над ним прямо во время исполнения, растопили сердца всех присутствующих. Именно такие неидеальные живые моменты делают стадионные шоу по-настоящему домашними и искренними. Когда пришло время традиционных речей участников в конце концерта, атмосфера на MetLife изменилась. Веселье уступило место глубокой благодарности и легкой светлой грусти. Лидер группы Ким Намджун, обращаясь к трибунам, сказал очень важные слова о том, что долгая разлука лишь укрепила их связь с фанатами. Он отметил, что стоять на этой сцене полным составом после всего, что они прошли, это величайшая награда в их жизни. Джин, как самый старший, добавил немного юмора, сказав, что армейская закалка помогает ему выдерживать такие трехчасовые нагрузки, но любовь армии заряжает лучше любого спортивного напитка. Многие фанаты на трибунах не сдерживали слез, когда парни взялись за руки и поклонились на 4 стороны стадиона. Финальный аккорд, оглушительный праздничный салют, раскрасивший ночное небо Нью-Джерси, и исполнение трогательной Spring Day. Парни медленно уходили под сцену, постоянно оборачиваясь, маша руками. 2 дня пролетели как одно мгновение, оставив после себя колоссальный эмоциональный шлейф. Эти концерты наглядно доказали, что статус главной группы планеты невозможно забрать или поставить на паузу. Дальше мировой тур Ариран продолжает свое движение по городам Соединенных Штатов. Впереди фанатов ждут шоу в Фоксборо, Балтиморе и Чикаго, а это значит, что впереди еще очень много жарких музыкальных ночей.